single day I'm gonna make something great. Приветствую вас, друзья мои! Зовут меня Степан, и я, как обычно, продаю вам эксклюзивные модели табуреток. Но это не продается, это хозяевам очень дорого. Шучу, с печками я вас знакомлю, всякими разными, но очень люблю всякие диковинные и эксклюзивные. Находимся мы с вами в Подмосковье, это Одинцовский район. Назарево. Ну, если что, да, если интересно. История, ну, довольно длинная. Заказчик посмотрел одно из видео, которое на канале. И печку, ну, по крайней мере, с типом печей более-менее так определился. И планировал вот в эту чудесную нишу поставить печку большую и чугунную. Я постоянно говорил неоднократно о том, что даже если печка где-то в каком-то доме стоит и работает очень здорово, то далеко не факт, что она подойдет именно вам. Ну и сейчас, когда уже закончены все работы, и здесь стоит вот эта печуха, которая у меня за спиной, вот, то стало очевидно, что выбор в пользу той большой чугунной печи, он был бы ошибочным. Это каркасный дом, и здесь... А сколько общая площадь? Ну, меньше 100. 60. 60, да? 60 квадратных метров. Вот на первом этаже 30, и на втором тоже 30, но там этаж мансардный, вот, он небольшой. Если бы вот здесь стала та самая чугунная печка, то она бы сильно, прям очень сильно перегревала помещение. Я сейчас вот сижу здесь в майке, я бы ее снял, но это неприлично. Очень жарко здесь находиться. Можно я так чуть-чуть покажу? Нет? Не стоит. Здесь просто еще идет, ну, идет как стройка, такой еще ремонт. Здесь было помещение, которое предназначалось под баню, но в итоге от бани отказались и решили поставить печь-камин. Отопление здесь сейчас электричество, да? Вот. И печь не декоративная, несмотря на то, что она стальная. Что такое стальные печи, может быть, коснусь, вот, а может быть, прямо в магазине расскажу, почему это хорошо и здорово. Лучше, хуже не будет. Стальные печи тоже могут быть для отопления. Дымоход я, да, с вашего позволения. Давайте я возьму камеру в руки и пойдем на второй этаж. Что ж это за печка такая? Ну, давайте вот спойлер. Вот здесь на ручке написано. Вот, сфокусировались. Видно? Видно. Скажи еще раз. Да, ребята, этот производитель называется Райс. Печка датская. Так как много дерева, вот, то, естественно, у нас повышенные требования к пожарной безопасности объекта. Я прикреплю дальше кусочек один дымохода снаружи. Света здесь нет, поэтому буду так немножко подсвечивать и показывать. Здесь стоит дымоход немецкой компании Schiedel, называется он Permeter. Дымоход довольно популярный. Я бы не сказал, что он дешевый, но и относительно аналогов, имеется в виду аналогов по качеству, по марке стали, по утеплителю, вот, то если так сравнить объективно варианты действительно похожи, вот, то оказывается, что Schiedel дымоход вполне себе, ну если не бюджетный, то можно его себе позволить. Здесь труба 150 диаметр внутри, наружный диаметр 200,
150-200, да, 2,5 сантиметра изоляция. В качестве изолятора используется здесь каолиновая вата. И, как видите, вот на втором этаже я свободно, ну почти свободно, я терплю, конечно, держу руку. Дымоход горячий, ну как бы. Значит, смотрите, в перекрытии здесь обязательно под этим листом используются листы силиката кальция, так называемый суперизол. И внутрь сбивается каолиновая вата. Ну, таким образом мы вот прям гарантируем и себе, и заказчику, что перекрытия ни в коем случае не загорятся. Обязательно для установки вот эти стяжные хомуты, но в случае с шиделем, с перметром, вот эти хомуты, они просто идут в комплекте по умолчанию. То есть за них дополнительно платить не надо. Кто смотрит ролики, я часто обращаю внимание на вот эти стяжные хомуты. Без них трубу устанавливать нельзя. Любых производителей, прям обращайте на это внимание. Сверху тоже пластина, видите, вот эта черная краска, это заводской цвет, то есть это не мы красили трубу, Шидель предлагает, это основной цвет, есть еще графит, и под заказ еще предлагает производитель белого цвета. Здесь все то же самое, наклонный короб собран из силиката кальция и тоже полностью все забито каолиновой ватой. Плюс здесь разъемная пластина используется для того, чтобы четко поймать вот этот угол. Потому что когда вы трубу, когда труба проходит через крышу, то она не может пройти там через круглое отверстие, может пройти через овальное. Ну и в этом случае решением является вот такая вот сдвоенная пластина. Ну что, пойдемте печку смотреть. Вот таким вот образом выглядит дымоход на крыше. Знаете, как проверить, что хорошо смонтирован дымоход и не нарушена изоляция? Сейчас такой мороз. Ну, мороз есть, снег не очень лепится хорошо, но если бы были большие теплопотери, то вот вокруг гидроизоляции, вокруг этого элемента были бы такие пустоты. Таял бы снег на крыше. А так, видите, все отлично. А? Не в форме. Я тоже не в костюме сегодня. Так, что еще по поводу дымохода? Знаете, наверное, в каком-нибудь другом, в следующем видео расскажу про гидроизоляцию. Есть там действительно особенности и нюансы, какие материалы применять. Там на улице вот кусочек, который видео вставлен, или был, или будет. Увидите там черный фланец. Это ни в коем случае не мастер флеш. Это готовый вариант, тот самый, который предлагает Шидель. Вот, они принципиально отличаются. Ну и Шидель, естественно, в лучшую сторону, прям в сторону безопасности. Об этом в магазине. Итак, что же за печка такая у меня за спиной? Видите, огонь не горит, а что-то там красное тлеет. А давайте фокус покажем, какого цвета камера внутри. Можно там выдернуть на секундочку? Да, и вот сейчас темно, меня, наверное, будет только что слышно. Внутри такой ярко-оранжевого цвета, прям магический вид. И видите, на дровах такой газ пляшет. Это вот тот самый газ, который остался в дровах. Давай, возвращайся, будем включать. Да, я еще свет вот здесь добавлю. Итак, печь датского производителя Райс.
Чем он хорош, тоже уже рассказывал неоднократно, но для меня он хорош тем, что он такой творческий локомотив. Это производитель, который и изумительно настраивает печь в плане горения, в плане эффективности, чистоты, игры пламени. И сейчас я все это вам покажу. Значит, как только мы сюда пришли, хозяева с утра пробовали печку растопить, но не имея опыта, да, принесли дров, они оказались, не то что сырые, просто дрова, когда вы говорите, они у меня там лежат 10 лет, то вполне возможно, что они превратились в труху и гореть там нечему. Они вроде сухие, легкие, на вид кажется, что они сейчас пыхнут там как спичка, но на самом деле такого газа горючего в них уже нет, и использовать их нельзя. И топка вся была черная, мы ее не мыли, но разожгли печь уже сухими, когда дровами, то, видите, печка очистилась полностью. Сейчас я положу 2 поленца. И вы увидите, что бывает с горением. Вообще надо еще 500 раз сказать, что Скандинавия в плане горения это просто номер 1 и впереди планеты всей. Это невероятно просто красиво. Моделька называется QT. Прошлого года она? Нет? Год? Нет. Давняя, да? Значит, камера горения у нее бывает разная по высоте. Она есть маленькая совсем. Вот эта такая немножко вытянутая. И у Райса традиционно есть довольно много аксессуаров. То есть она может быть на тумбе, может просто стоять на полу в нише. Эта печка будет очень популярна в Англии, и она и популярна в Англии, потому что там у них, как и в большинстве европейских стран, вышел закон о том, что нельзя использовать открытые камины, и если печка без тумбы, то она идеально становится в проем классического английского камина и подключается к существующему дымоходу. В России не так широко представлены пока эти модели. Вы в первой партии оказались, я поздравляю вас. Есть эта печка, возможно, найдете еще видео в дачном ответе. Она участвовала. Единственное, что там, конечно, в ее розжиге участвовали люди от каминов немножко далековатые, и поэтому всю красоту горения там понять так довольно сложно, проблематично. Хромированная ручка, она очень интересная тем, что за нее печка уже работает довольно давно. Схватиться рукой нет, но она охлаждается, потому что здесь есть подача воздуха, она идет в ручку, охлаждает ее и попадает в топочную камеру. Сейчас задвижка открыта полностью, и у печи есть несколько подач воздуха. Одна из них находится сзади, там есть 2 щели, которые подают воздух для розжига, для такого максимального поднятия температуры. И первый розжиг, как только вы растапливаете печку, нужно приоткрыть дверь, в таком положении ее держать. Сейчас уже не надо, но это я вам показываю, что необходимо будет сделать сразу при розжиге. Тогда огонь занимается настолько сильно. Потом вы ее, естественно, прикроете. Сейчас, секундочку. Но все равно подачу воздуха будете держать на максимуме. Для того, чтобы у вас воздуха было достаточно, приходило под дрова,
приходила на дождик, и желательно, чтобы большая порция воздуха приходила на стекло. Ну а дальше магия. Сейчас покажу. Значит, у вас нет каких-то промежуточных положений, Rise не оставляет вам возможности печку, знаете, вывести там в режим экстремально длительного горения, когда там сутки работает печка на одной закладке дров. Это все маркетинг, не надо этим пользоваться. Rise сделал для вас буквально там 3 положения. Думать не нужно, никаких шиберов, у вас одна единственная ручка. Первое это рожек, второе это основной режим горения, и третье это режим длительного горения, но ни в коем случае не тления. Насколько хорошо это работает, сейчас вы увидите. Это крайнее положение. Все замерли здесь. И хозяева, которые сидят на диване напротив меня, и даже я. Да, свет погасить было бы здорово. Ну ладно, еще я сделаю там вставочку потом в конце. Это крайнее положение, оно очень красивое. Вы иногда можете себя там побаловать вот таким вот видом огня. Интересным, удивить друзей, но пользовать постоянно печку в таком режиме производитель не рекомендует. Почему не рекомендует? Потому что Rise, как и все датчане, они, в общем-то, выступают за экологическое использование печей, топлива, и при таком режиме температура внутри топочной камеры, она все-таки чуть-чуть недостаточная, по их мнению. Поэтому вы выводите печку в средний режим, она будет не менее красиво гореть, просто огня в камере будет немножечко больше. Значит, по паспорту, если не ошибаюсь, 5 киловатт, да? 4,7 киловатт. Сейчас я вам скажу, сколько. А вы знаете, сколько у вас в комнате? А, вы посмотрели, да? Кто угадает? 20. А ты как думаешь? Я не понял вопроса. Сколько градусов в комнате? Только не смотри. Градусов 25. 25. Очень маленькая печка, видите? Малюсенькая, в комнате 30 градусов. 30. И она работает здесь только 1,5 часа. Это к вопросу о том, сколько же реально надо дров. Я положил 2 полена именно для того, чтобы вы увидели прям такую разительную разницу, да, между там, как печка бушует и как печка тухнет. На самом деле вот такого вот одного полежка, сейчас я его достану, вот эту всю красоту нарушу. Вот такого вот размера полена, его хватит где-то на 45-50 минут работы. То есть, когда у вас остается уже уголь в печи, вы кладете одно вот такое вот поленце, и оно у вас и красиво, и чисто работает, и горит. Ну и при этом отапливает. Я думаю, что большую часть года эта печка в состоянии полностью отопить этот дом. Дом хорошо очень утеплен. Даже были там подозрения, что, возможно, не хватает воздуха для печи. Обязательно будут вопросы, поэтому скажу, да, для этой печи возможно подавать воздух извне, и если вы предусмотрели канал для этого, то, конечно, его можно использовать. Дизайн у печи, фантастический. Нет никаких рюш, нету там 3 стекол, 5 стекол. Она очень простая. Вот, и вместе с тем смотрится очень-очень-очень здорово и очень стильно. Здесь были долгие дебаты по поводу выбора плитки. Вот, и хотелось что-то светлое. Мне всегда, когда я не знаю, что выбрать, я думаю, надо выбрать что-нибудь кремовое или бежевое. И тогда не ошибусь.
Потому что иногда выбор вот таких вот цветов смелых, ну, он требует такой решительности. Ну, в данном случае решились, и надо сказать, что угадали 100%. Ну что, еще раз побалуемся? Кстати, добавить по поводу печки. В прошлом году она выиграла международную архитектурную премию вместе с одним архитектором. Он ее использовал в своем проекте, и проект признали лучшим проектом года Англии и Европы. Именно с этой печью. Вот так. Ссылку, кстати, можно скинуть. Это такая философская проблема, я ее часто поднимаю, когда приходят люди в магазин, и температура там растет прямо на глазах, поэтому, да, уже 31 градус. Да, там под потолком. И даже вы, вот придя в магазин, если вы там подумаете, у меня 30 квадратных метров, мне надо, наверное, камин метр по ширине. И с этим, ну, надо бороться прям обязательно, потому что вот сидят рядом заказчики, и они не дадут соврать. Вы представляете, что бы здесь было, если бы здесь было большое стекло и печка с камерой горения примерно в 1,5-2 раза больше. То есть пользоваться камином в течение 2 часов здесь было бы невозможно. И не надо заблуждаться насчет того, что если бы была там огромная гигантская камера, и вы положили маленькое поленце, в камере в такого размера камере просто не создавалась бы температура, достаточная для красивого горения. Она, скорее всего, была бы черная вся, вот, и тепло, большая часть тепла, ну, уходила бы куда-нибудь в трубу. А когда вы ее разожжете так, как она должна гореть, то находиться здесь было бы невозможно. Что? Я сдержался. Я объясню, в чем дело. Ну, так как я белорус, у меня всяких много словечек и выражений, и мы в Беларуси говорим распалить печку. Вот прям распалить. И надо мной все смеются, говорят, ну как же распалить печку, разжечь. Ну, у нас так бабушки в деревне говорят. Распаливают ее палевом. Ну ничего, я вас всех научу. Это чистой воды удовольствие пользоваться вот этой вещью, и ну, можно залипнуть. Я думаю, что вы все-таки телевизор, да, зря сюда поставили. Вы его... Заказчики и так его не смотрели, говорят, ну вот только здесь вот немножко. Но это пока не было печки, потому что сейчас печка есть. Да, и телек, конечно, не нужен. Ну и вот этот психодел. Друзья мои, подписывайтесь, задавайте вопросы, ставьте лайк и обязательно приходите, звоните, консультируйтесь и давайте искать какие-нибудь, ну, действительно интересные печки, которыми вы будете пользоваться, которые не будут у вас там мертвым грузом там стоять, висеть, там грязными. Потому что очень часто люди говорят, у меня друзья не пользуются камином. Да не пользуются камином, потому что выбрали что-то первое попавшееся. Надо подойти к этому вопросу с огоньком. Степан знает. Всем счастливо. Пока.